Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. Ольга Васильевна проснулась с головной болью. Ну вот, только этого не хватало, вслух сказала она. Наспех позавтракав и выпив таблетку, она пошла на работу. Она очень не любила дни, когда ей надо было выходить в утренний час пик на маршруты через центр города. Ольга Васильевна была контролером и не любила свою работу, но больше ее уже никуда не брали. А она тянула на себе внука, которого подкинул ей сын. Сыну хотелось налаживать свою личную жизнь, и ребенок никак не вписывался в это. Вот и растила она сама Ванюшу. Зайдя в автобус, она громко прокричала, чтобы все доставали билеты или проездные. Медленно передвигаясь по заполненному автобусу, она бурчала. Ей надо было быстро пройти, чтобы выйти на следующей остановке и пересесть на другой маршрут. Иначе пришлось бы делать крюк. «Мальчик, показывай билет», — громко сказала она. Но мальчик лет 12 не слышал ее и смотрел в телефон. Тогда она тронула его за плечо. «Ой, извините», — сказал он, вынимая наушники. «Вот мой билет». И он протянул билет контролеру. Ольга Васильевна посмотрела билет и даже обрадовалась в душе, что не придется высаживать мальчишку из автобуса. Дальше ее взгляд упал на девушку, сидевшую и смотревшую в окно. «Ваш билет», — громко сказала она. Девушка повернулась и тихо сказала. «Извините, у меня нет билета. Можно я на обратном пути заплачу? Я просто забыла кошелек в машине». «Знаю я вас, забывчивых», — зло сказала контролер. «Вставайте и выходите на следующей остановке». «Мне нельзя на следующей остановке. Я на работу опаздываю». «Ты еще и припираться со мной будешь? Понаедут неизвестно кто в нашу страну. И даже за проезд не платят. Раз так, плати штраф». «Да если б у меня были деньги, то я бы и билет купила. Как я штраф оплачу-то?» – тихо говорила девушка, но на них все равно смотрела уже половина автобуса. «Значит, я вызываю полицию, и будешь с ними разговаривать», – грубо и специально сильно громко сказала Ольга Васильевна. «В полиции быстро разберутся со всякими нелегалами». И она презрительно посмотрела на девушку, которая была явно не русской национальности. Девушка была готова сквозь землю провалиться, но тут раздался голос мальчика. «Тетя, сколько надо заплатить штраф?» «А тебе зачем, малец? Ты посмотри на нее. Такие нас на рынке обманывают и глазом не моргнут. А ты что удумал?» Мальчик еще громче спросил, сколько надо заплатить. Ольга Васильевна, поняв, что она уже проехала свою остановку, и чем дольше это будет, тем больше ей делать крюк, сказала мальчику сумму. Он достал деньги из рюкзака и отдал. И совсем не по возрасту спокойно сказал: «Не забудьте выписать квитанцию об уплате штрафа». Ольга Васильевна хмыкнула, отдала квитанцию и пошла дальше. «Спасибо», – тихо сказала девушка. Она хотела еще сказать, но мальчик пошел к дверям автобуса. Мадина, так звали девушку, пошла за ним. Это была и ее остановка. На улице, догнав мальчика, хоть он и шел совсем не в ее сторону, она сказала: «Спасибо тебе большое. Я правда забыла кошелек в машине. Я обычно на ней езжу, а сегодня она не заводилась, и я побежала на автобус. Только потом поняла, что денег нет, и думала, что получится проехать. А не тут-то было. Меня Мадина зовут. А тебя как?» «Я Костя», — приветливо сказал мальчик. «И не надо благодарить. Все должны помогать друг другу. Мне в школу пора бежать, а то на урок опоздаю». Он развернулся и пошел. Девушка хотела его догнать, чтобы спросить, куда ей принести деньги, но тут кто-то взял ее за руку и остановил. «А вы кто мальчику?» – раздался женский голос за спиной. Мадина объяснила всю ситуацию, чтобы не подумали, что она хочет плохого мальчику. Женщина улыбнулась. «Наш Костя такой. Я его классный руководитель. Он всегда всем помогает и очень любит помогать животным. У нас в классе и в школе устраивает сборы помощи приюту. То корм собирает, то старые одеяла и подушки, чтобы животные зимой не мерзли. Вон, видите приют через дорогу?» И она показала рукой. «Вот там много подопечных Кости. После уроков уходят выгуливать собак. Здание совсем старое, и там проблемы с отоплением, да и с финансированием», – вздохнула учительница. «Директор у нас не против сборов. Наоборот, это хорошо, когда дети проявляют сострадание. Но много обычно не собираем. У нас старая школа в отдаленном районе, и детей не так много. Костя с отцом живет, и, как у многих, они еле тянут все.
но все равно он всегда одет чисто, опрятно и очень вежлив. «Ох, заболталась я с вами. Мне пора», — сказала учитель и ушла. А Мадина стояла задумавшись. Она уже забыла, что опаздывает на работу. У нее был свой хороший бизнес. Она начинала его сама. Но наступил момент, когда все пошло в гору. Почувствовав деньги, она начала модно одеваться, чтобы быть как все, хоть ей и не нравился такой стиль одежды. Гуляла по клубам, вокруг нее было много друзей и ухажеров, но, как оказалось, что поклонников, что друзей интересовали только ее деньги, а не она сама. Однажды она перестала ходить по клубам, и вот уже через неделю звонки от так называемых друзей прекратились. Она опять начала одеваться в удобную одежду, которая ей нравилась, и так отбила всех мужчин, которые хотели сидеть на ее шее, но зато почувствовала себя хорошо. Вот поэтому контролер и приняла ее за простого нелегала. Мадина очень не любила это разделение по национальностям. Она помнила рассказы родителей, что раньше было время, когда на это никто не обращал внимания, и ее поразило отношение мальчика к ней. Она стояла и смотрела на выцветшую вывеску приюта и приняла решение, как она может отблагодарить Костю. Придя на работу, она сказала секретарю, чтобы ее сегодня не беспокоили, открыла ноутбук и зашла на страничку приюта в соцсетях. Она поразилась, сколько неравнодушных людей там было, но их усилий было мало. Были долги по коммунальным платежам и долги по операциям для животных. Найдя номер организатора приюта, Мадина позвонила. Она давно не слышала настолько радостный голос человека, когда она предложила свою помощь. Сначала она закрывает все долги по счетам приюта. На предложение прислать ей реквизиты, по которым надо уплатить долги, девушка на другом конце трубки расплакалась. А когда Мадина сказала, что хочет сделать в приюте ремонт, та не смогла найти слов. Решили, что в ближайшие дни найдут передержки подопечным и потом начнут ремонт. Мадина положила трубку и улыбалась. Она была счастлива от своего поступка и уже видела на страничке приюта объявление с просьбой взять жителей приюта на передержку на время ремонта. Костя, как всегда, после школы зашел в приют. Сегодня надо было выгулить Рекса. Мальчик очень любил этого старого пса, но взять домой к себе в однокомнатную квартиру он его не мог. Но они с папой договорились, что Костя может на свои карманные деньги покупать Рексу вкусняшки. «Привет, Рекс!» — радостно сказал мальчик, и пес завилял в ответ хвостом. «Ты меня извини, я сегодня без вкусняшек, но зато я помог хорошей тете». К Косте вышел волонтер Лена. «Костя, у нас нашелся спонсор, и в ближайшие дни всех животных разберут на передержке на время ремонта. Теперь у наших хвостатых будет тепло, светло и уютно», — радостно сказала девушка. «Тетя Лен, а Рекса куда? Можно вы пока не будете его никому отдавать? Я поговорю с папой, пожалуйста», — сказал мальчик. «Хорошо, но ответ нужен в ближайшие пару дней». Погуляв с Рексом, Костя пошел домой. Зайдя в квартиру, он услышал голос папы. «Ты где так долго был? И телефон отключен. Я волновался». «Пап, извини, пожалуйста. Я деньги потерял, которые ты мне дал на эту неделю, и пришлось домой идти пешком. В автобусе, наверное, выронил», — сказал мальчик и опустил голову. А телефон разрядился. «Эх, Костя», — сказал папа, — «проходи, мой руки и за стол. Но на вкусняшки ни тебе, ни Рексу на этой неделе не будет. Только на проезд. Нет у меня больше. Прости, сынок. Вот аванс дадут и вздохнем немного». Костя радостно побежал в ванную, а отец понуро пошел на кухню. Достал кружку с монетками и, посчитав, успокоился, что им хватит. Ну, он пару дней пешком походит с работы. Это даже полезно для здоровья. После обеда Костя рассказал папе о новостях из приюта и спросил, могут ли они взять Рекса на пару недель. Он даже не ожидал, как быстро папа согласится. А Николай решил, что пара недель – это не так уж и много, и Костя не будет расставаться с другом и переживать за него. Тут же Костя написал в группе приюту, что папа разрешил, и завтра вечером они вместе приедут за Рексом. Это сообщение уже перед сном прочитала и Мадина, которая теперь отслеживала сообщение. Зачем она это делала, не знала, но ей очень хотелось. Она не могла взять никого к себе, хоть у нее и был большой дом, но не было времени, а обрекать животное на одиночество она не хотела. Прочитав сообщение Кости, у нее родился план, как отблагодарить мальчика лично. Утром Мадина заехала в зоомагазин, купила все, что нужно для собаки,
поводок, намордник, корм и игрушки и привезла в приют. Также в пакете была коробка с бантиком и записка с благодарностями Кости. Она попросила все это передать Косте, когда тот приедет за Рексом. Вечером Николай и Костя были в приюте. Они забрали Рекса и им вручили пакеты. Николай, упаковывая все в багажник своей старой уже машины, подумал, что это выдают всем. Приехав домой, они показали Рексу место, где тот будет спать, и начали распаковывать пакеты. Увидев поводок, Николай был рад, так как долго думал, из чего бы его сделать, ведь на покупку денег совсем не было. На дне одного из пакетов лежала коробочка и записка. На ней было написано: «Костя, самому доброму мальчику на свете, от Мадины». Николай с недоумением посмотрел на сына, а открыв коробочку, они оба ахнули. Там лежала сумма, равная 2 месячным зарплатам Николая. Пришлось Косте все рассказать. Николай слушал его и улыбался. Он гордился тем, какого сына он воспитал. «Что ж ты мне сразу не сказал?» «Я боялся, что ты будешь ругаться. Я же знал, что у нас денег совсем мало осталось». «Эх ты, чудо мое!» — сказал Николай и потрепал Костю по макушке. «За добрые дела никто в нашей семье никогда ругать не будет. И вот как нам найти Мадину, чтобы я смог сказать ей спасибо?» Костя пожал плечами. Он спросил у волонтера, но та не знала контактов. Так прошло 2 недели. Намечалось торжественное открытие приюта после ремонта и возвращения животных. Вечером Костя грустил. Он знал, что завтра надо возвращать Рекса, и теперь они будут видеться 1 раз в день на прогулке. Николай и сам привязался к старому псу. Он понимал, что такого старого пса уже никто и никогда не возьмет из приюта. Да и хлопот пес не приносил. Он подошел к сыну и сказал: «Что грустим? Нам завтра идти и смотреть, как преобразился приют. Да и Рексу будет интересно посмотреть и попрощаться с его друзьями». «Как попрощаться?» – удивленно спросил Костя. «Ну, не знаю, как прощаются животные, но как-то, наверное, прощаются. Ведь Рекс остается жить с нами». И он улыбнулся. Костя повис на шее у отца и говорил: «Рекс, ты слышал? Ты остаешься жить с нами». На следующий день они втроем пошли на открытие приюта. Все было торжественно, с шариками и пирожными. Было очень весело и радостно. А особенно потому, что многие животные, как и Рекс, не вернулись в приют, а остались жить с теми, кто взял их на передержку. Тут в разговорах Николай услышал знакомое имя. Он понял, что говорят про ту самую Мадину, которой помог ее сын, и что это именно она была тем самым спонсором. Ему удалось узнать, где она работает. Номер ее телефона мужчине не дали, но и этой информации ему было достаточно. В этот же вечер с букетом цветов он стоял у входа в офис. Ему навстречу вышла красивая девушка лет 35. По описанию она была похожа на ту, которую он ищет. Мужчина нерешительно пошел навстречу к ней. «Вы Мадина?» – спросил он, чуть заикаясь почему-то. «Да», – сказала она. «А вы кто?» «Неужели опять кто-то из тех, кто прилипает к ней из-за денег?» – подумала она. А мужчина стоял молча, протягивая букет. «Ой», – сказал он, – «я Николай, папа Кости. Я хотел сказать вам спасибо за подарок и за приют. Вот это вам». И он протянул ей букет. Девушка смутилась. «Это вам спасибо за то, что так воспитали сына», – тихо сказала она и улыбнулась очень красивой и обворожительной улыбкой. Прошло 1,5 года. Костя бегал во дворе большого коттеджа вместе с Рексом. На веранде сидел папа и мама Мадина, а также в коляске посапывала его сестренка Настенька. А Костя говорил Рексу: «А я же говорил, что твоя тетя хорошая, помнишь?» Я был прав и сам рассмеялся своим словам, а Рекс весело вилял хвостом и подпрыгивал в знак согласия. Вот такая история, друзья. Как вы думаете, все ли дети не смотрят на национальность людей? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До свидания.